даже не ожидала, что мне так понравится, как мне понравилось. Балет необычен. Авангард. Музыкальность. Просто бомба. Здорово. Я думаю, что это ужасно понравилось бы Стравинскому. Вначале появилась Мавра. И когда мы поняли, что Мавра слишком короткая для того, чтобы идти одним актом, я вспомнил, что когда-то давно, во время премьеры, Мавра шла вместе с Байкой в один вечер, и мы решили попробовать сделать так же. Дальше мы столкнулись с такой проблемой, что у нас разный состав оркестра, и нам нужно делать перемену между Байкой и Маврой, и мы тогда придумали музыкальный антракт, пьесу «Пять пальцев». «Байка» и «Мавра» — это, по сути, один спектакль, который имеет некое продолжение. Но там очень много взаимосвязи между ними. Точно так же, как и «Поцелуй феи» имеет отношение к «Байке» и «Мавре», в том числе с помощью костюмов и декораций. Здесь сочетание и оперы, и балета, и декораций, и мультипликаций, и костюмов, и музыки. У нас каждое произведение обладает своим особенным выделенным стилистическим решением. Ребятки, регулятор, а можете поставить какое-нибудь положение «Байки», где у нас все работает? Так, то есть единственная зона, которая просто как бы включается, это зона танцпол, потому что когда там есть артисты, этого достаточно. А все остальные зоны, они плавают по яркости в зависимости от того, где и куда нам нужно в нужный момент времени смотреть. За счет этого приема, за счет баланса работы с видео, как раз таки мы и строили вот эту хитрость, которая позволяет, собственно, управлять вниманием зрителя. Визуальный стиль этой анимации — это лубок. Была идея делать анимацию в стиле таких 8-битных игр, как «Догонялка». Это такой практически классический Марио, когда персонаж вроде как бежит, но на самом деле персонаж прыгает на месте, а движется фон. Да, и точно так же с этими драками. Mortal Kombat — это был такой идеал референс, но понятно, что в стиле лубка и 8-битной игры как бы там по особому Mortal Kombat не пахнет, но постарались соблюсти эти драки, и вот там, если открыть какие-то раскладки ключевых кадров из проекта, то это скорее напоминает перфокарты от советских ВМ. Такое количество ключей насыщено вот именно на эпизодах с драками.
была создана концепция о декорации, да, какого она цвета, и я предложила ее вывести вот в тональность Тиффани, и очень хотела, как бы это лоббировала, чтобы у нас не было слишком много цветов и какого-то вообще разноцветия. Моя задача была все-таки больше как хореографа, понять, как можно работать или не работать, наоборот, с телами оперных солистов, потому что здесь мы совершенно ушли от игры, от изображения персонажей. Здесь нет персонажей, здесь есть только сами артисты и их прекрасные голоса. Вообще очень хочется передать этот колорит всей этой музыки и задумки Стравинского, чтобы было так красочно прям совсем. Музыка Стравинского до сих пор является катализатором для хореографов, и она до сих пор современна, и, мне кажется, будет современна еще очень долго, и, возможно, еще долго будет не понята. Пришлось столкнуться с некоторыми проблемами в постановке, например, со сложностью счета для артистов, да, потому что приходилось высчитывать просто буквально каждый такт, чтобы артисты понимали, как им танцевать, на какую музыку им танцевать, что в ней ловить, с какого акцента начинать это делать. Работать было прекрасно. Мне кажется, мы прекрасно все вместе провели время. Я не понял, насколько он отвечает. Как-то это не... Привыкли к классическому прочтению, тут так, ну, понравилось. Впечатляюще и, ну, в общем, весело. Весело. Мне кажется, что вот так выглядел авангард, скажем так, прошлого века. Спасибо, в общем, Мариинке за то, что она ставит такие интересные вещи Стравинского. И Стравинский совершенно по-новому заиграл, очень клево. Главный персонаж — это Игорь Федорович Стравинский, поэтому он един везде. Здесь как бы самое важное — это музыка.